Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события или события ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет со дня на день. И я специально не ставлю конкретных сроков, именно про ближайшие дни, потому что даже ориентируясь по вашим комментариям, я вижу, у кого-то это пару дней. Кто-то мне пишет: "Нет, вот у меня не решается долгий вопрос". Но, как в нашей жизни часто бывает, не все, наверное, темы быстро разрешимы. Кто-то пишет, что: "А у меня вообще ничего не совпадает". Ну и так я тоже могу допустить. Будем реалистами, я всегда поэтому говорю. Но как рассмотреть альтернативный вариант в наше непредсказуемое время, я думаю, определенно стоит. Проиграть. А вдруг и правда вот что-то подобное может произойти. Опять же, метафора, альтернатива. Как я буду поступать вот в этой ситуации? Или попробуйте, мои дорогие тельцы, переложить тот вопрос или тему, которой вы занимаетесь сейчас, на те подсказки карт, которые вам выпадут. Ведь не секрет, мы ведь все равно думаем каждый о своем, а карты нам, ну, вот какую-то общую обрисовывают возможную ситуацию. Итак, что же случится, что произойдет в ближайшие дни? Со дня на день для тельцов. С чем это будет связано? Наверное, будут какие-то новые персонажи или новые люди в вашей жизни. Цыганка, да, может быть, поэтому и называется так цыганский пасьянс, хотя прописано лицо, вот конкретно лицо. Имеется в виду тот человек, которого мы не знаем хорошо. Мы можем и информацию о таком человеке, допустим, да, и я должна сказать, ну, как бы узнать, я должна сказать, что в ближайшие дни может создаться такая вообще, ну, как обстоятельство даже, когда мы о каком-то конкретном человеке, это астрологические аспекты, мы представляли человека в одном каком-то ключе, а тут мы узнаем какую-то тайну, прояснится что-то. И то, что мы предполагали, нам тут приходится свое мнение о человеке тоже менять. И нам не говорят, что это будет обязательно минус, это может быть и плюс. Тут вот есть какой-то такой тонкий нюанс, пусть не каждый из вас, но может с таким столкнуться. У кого-то, может быть, вообще новые какие-то задачи, или вы хотите решить какой-то вопрос. Для кого-то это может быть как чиновник, да, или представитель какой-то организации, официальное, будем говорить, лицо. И вам, может быть, с этим лицом придется еще какие-то даже контакты продолжать. Ну, по разным событиям, делам, может быть, именно по делам или какая-то ваша задумка, но вам выпадает кольцо, это прочный союз. Вот с какой-то персоной у вас будет прочный союз или с каким-то человеком. Нам не говорят это надолго. Ну, может быть, на какой-то период времени, видимо, контакты продолжатся. Хотя у кого-то просто разрозненно. Да, вот есть люди, с которыми нужно, может быть, и подписать документы, или что-то вам нужно прояснить. Может быть, это и соседи, которых мы не очень хорошо знаем. Будете знакомиться, новые соседи. Такое тоже бывает. Но и вот по кольцу это другая как бы персона. Я такое тоже могу предположить. Да, наверное, все-таки другая, потому что у нас еще выпадает любовь, верность, лебедь и искренность. Ну вот, наверное, с кольцом для вашей семьи, для ваших близких, для вашего союза. Кстати, может быть, и творческого союза. Здесь какие-то добрые перспективы, добрые эмоции, гармония, эмпатия и надежность. Смотрим дальше. Пока не вижу совпадений. Вот смотрите, подкова, семейное счастье, так это называется в этом пасьянсе. Раньше подкова вообще на удачу, да, считалось, удачу приносит именно подкова. Вот для вас, мои дорогие, это могут быть вопросы жилья, дома, места вашего пребывания. Кто-то делает, может быть, ремонт или важные согласования. То есть это буквально как и сами по себе стены, так еще и домочадцы или кто вхож в этот дом.
Ну, вот такие, но это очень добрая энергия. У вас тут что-то, может быть, получается. Кто знает, может быть, кто-то и работает на дому, и у вас в доме замыкается сразу очень несколько, ну, много вопросов, несколько сфер, и личная жизнь, и работа туда, а у кого-то планируемый переезд, может быть и так. И я смотрю, что мы можем еще соединить, поскольку в нашем пасьянсе крайние ряды по вертикали и по горизонтали мы можем соединять. Это допустимо. И вот я смотрю, что же у вас еще любовь. Нет, наверное, все-таки вот этот лебедь – это про любовь. Кто знает, может быть, это недавнее какое-то знакомство. Я такое тоже могу допустить. Все-таки мы все разные, правда? Что ж тут пасьянс, что он так рассказывает подробно? Может быть, недавнее знакомство, которое вот укрепляется. Отношения, когда вы друг друга узнаете лучше, может быть, и ближе. Любовь, верность, искренность. Редкое качество, именно искренность в наше время, мои дорогие. Очень доброе значение, хочется так и сказать для вас. Знаете, как именно что-то доброе и искреннее пытается войти в вашу жизнь. Или, может быть, это уже вам знакомо, уже эти контакты, они были, но значит тогда это и продолжится. Не вижу я больше совпадений, что мы с вами можем сложить, поэтому давайте узнаем на картах Таро, дополним наш прогноз, наш цыганский пасьянс. Ваше настроение, мои дорогие тельцы, как общий фон, ваше настроение. Но настроение как-то так вот не очень. Это карта искаженного восприятия. Но тогда примите во внимание то, что вам кажется, оно не совсем совпадает с конкретикой на злобу дня, скажем так, или с теми событиями, которые происходят вокруг вас. Вы можете думать, что вот нужно поступить именно так, или, может, это касается кому-то помогать, или в чем-то вам участвовать, или правильно оценить обстановку, опять же, вокруг вас. По восьмерке мечей может быть такая ситуация, что вы понимаете, вам хочется выйти как из ну, как период ограничений. Иногда восьмерка мечей это говорит, мы словно за забором. Но в этой колоде карт нам показывает тоже. Девочка болеет, а мать прикладывает холодный компресс к голове. Поэтому где-то нам художник и показал, почему происходит искаженное восприятие. Мы как не видим что-то. Ну вот, когда гипертермия, мы же всегда, да, вот вспомните, высокая температура. Ну, как-то сознание не очень хорошо работает, будем говорить. Мы искажаем, как в искаженном каком-то преломленном представлении некоторые вещи происходят. Но когда состояние нормализуется, мы многое видим как-то иначе. Поэтому вот для вас, видимо, критическое мышление – задача номер один с 23 августа, мои дорогие, по 22 сентября. Солнце в Деве, и вы можете это прочувствовать особенно, ну, как бы остро, активно. Критическое мышление может для вас, мои дорогие тельцы, не очень хорошую службу сослужить. В каком плане? Потому что мы начинаем с каким-то перфекционизмом относиться к некоторым задачам, вопросам. Мы можем думать, ну-ка, дай-ка я сейчас еще что-то тут из прошлого, то, что пробовал, да, я еще раз попробую, обновлю. И, может быть, вот теперь я уже какого-то совершенства достигну. А Марс в весах нам говорит, да нет, оставь ты это. Твоя задача быстро переключаться, научиться выходить вот из какого-то периода ограничений, переключаться на какую-то новую сферу, на какую-то новую задачу. Но настроение, оно именно может быть так себе из-за того, что вы как-то видите искаженно. А почему это происходит? Вообще-то сама судьба, сама фортуна пытается вам помочь. А мы можем упорствовать. Или так вот упрямо сказать, а нет, я думаю иначе, а я считаю, что по-другому будет правильно. Все-таки ломка шаблона присутствует по колесу фортуны. Но и от нас тут тоже требуются некоторые действия. Причем, скорее всего, вовремя подметить, что меняется. Вовремя, опять же, перестроиться. Это то, что я говорила по планетарным аспектам. Но это карта цикличности. Мы знаем, колесо идет наверх, достигнет пика какого-то, а потом будет неизбежно спад. И нам говорят, если тебе нужно сейчас
Буквально, может быть, в один день. Так бывает. Бывают такие ситуации или дни, когда за один день у нас как переворачивается все с ног на голову. Или когда нам нужно принимать какое-то очень важное решение. Или оставить какую-то рутину и заниматься другим вопросом. А мы думаем: нет, я сначала сделаю то, что начал. Вот, наверное, не будет в ближайшие дни такого порядка. Будьте к этому готовы. И я так думаю, что вам именно придется на что-то другое переключаться. Вот это нам и хотела сказать восьмерка мечей. А у нас восприятие, мы где-то еще в старом, опять же, шаблоне. А тут сама жизнь к лучшему пытается изменить. Но все то, что в вашей жизни происходит, но ведь все неожиданности, они и бывают как раз как возможности. Наша задача их увидеть. А что же прояснится, давайте узнаем. Какая-то денежная тема. То, что вы долгое время сохраняли. Может быть, это как сфера занятости или то, что для вас было, знаете, по этой карте вы можете столкнуться. Но я приблизительно ситуацию объясню, обрисую. У кого-то это может касаться, к примеру, работы или откуда вы получаете деньги. Может быть, вы пользовались одним каким-то сервисом платежным, или вы участвовали в какой-то теме, или у вас, может быть, бизнес шел вот в одном направлении, личное дело. Возможно, и даже не личное дело, не бизнес, а по месту вашей работы. Вы разрабатывали, может быть, или занимались, вам было, может быть, и доверено какой-то отрезок, отдел работы, и вы туда вложились по максимуму. И вдруг это вот что проясняется? Вдруг проясняется, что то, что вы оттачивали, вкладывая время, все свое мастерство, может быть, и свою энергию, свой профессионализм, теперь это как будто не имеет значения. Вот правда. Тут может быть такая метаморфоза, с которой очень сложно согласиться. Пусть это будет не для всех. Пусть для большинства из вас будет просто прояснен какой-то денежный вопрос. И тут можно говорить, как и по жилью, это тоже мы можем, да, движимое, недвижимое имущество, то, что, ну, стоит денег. Может быть, это у вас и будет шаг за шагом проясняться, да. Вот нам все-таки выпадает лицо, в цыганском пасьянсе. И, может быть, это вот новый человек, когда вы хотите больше определенности. Но все же, мои дорогие тельцы, для вас нужно будет скорее перестраиваться. Давайте я еще одну карту. Так что же прояснится? Не совсем понятно. Ух ты. Но правда взаимодействие. Могу я доверять этому человеку или нет? Может быть, по конкретной персоне выясните какой-то вопрос. Каким-то образом, может быть, это будет связано с деньгами. Может быть, и вы, опять же, вот нам человек показан по четверке пентаклей. Мы старались все контролировать. А тут мы понимаем еще такой момент, что есть какие-то нюансы, которые мы не можем контролировать. Не все в нашей власти. А то, что мы наоборот пытались сохранять, вот как этот человек, посмотрите, собирал в этот мешок все свое добро, а теперь он замер. Он как будто думает: а зачем я это делал? И вот он уже не держит крепко этот мешок, и нам показаны монеты, драгоценности. Они выпадают из этого мешка. Для него, стало быть, это уже не имеет приоритета. Вот какой-то такой вопрос может быть. А здесь двойка чаш, прояснится, может быть, и денежный вопрос, и по какому-то человеку вопрос тоже. Мы все разные. Давайте мы с вами по сферам жизни, по основным. И первое, это у нас будет любовь и личная жизнь. Давайте узнаем, что для тельцов. Ну, наверное, по-разному, опять же. У кого-то это как карта ностальгии, какие-то прежние отношения. Возможно, вы будете, ну, переосмыслять даже, а нужно ли мне вообще продолжать это, да? Здесь может быть и какая-то тема, когда человек исчез. Или по какой-то причине отношения сошли на нет. Ну, я допускаю, что это как и возвращение человека, или вам кто-то напишет, тогда вы будете думать, а стоит ли мне доверять. Может быть, и есть, кстати, по работе, тем не менее, или по деньгам все-таки вот есть взаимосвязь, что прояснится. И здесь карта любви и карта денег. Так вот, у вас где-то на личную жизнь тема и денег, и любви. Или
тема и финансов, и взаимоотношений, или каких-то согласований, и все равно какая-то материальная составляющая. Что-то неоднозначно. Это так в целом. И даже для тех, кто в паре, значит, тоже где-то вокруг, да около вот этой темы будут ходить. И ваши взаимоотношения, может быть, это будет связано с документами. Что-то вы хотите создать. Может быть, какие-то очень важные вопросы даже с далекими родственниками. Но перекладывайте на себя. Или пусть это будет ближайшее какое-то окружение к вам, мои дорогие. Давайте узнаем, это что. Но я вижу для тех, кто в паре, у кого все хорошо, ну да, оно будет дальше в том же ключе. Ну просто, может быть, некоторые задачи вашей семьи вы будете решать как-то иначе или как-то по-другому, потому что обстоятельства вас вынуждают. Вот такое я могу предположить. Ладно, давайте мы с вами узнаем, а что по сфере достижений для тельцов в ближайшие дни. Будущее. Вот конкретно будущее. Хорошо. Здесь как будто вы даже не оглядываетесь назад. Вы пытаетесь в это будущее как будто успеть запрыгнуть или сделать первые шаги. У вас будет что-то меняться, мои дорогие, именно по сфере вашей работы, достижений. Это не то, что вы инициируете, а это то, что происходит в пространстве. И вам придется это учитывать. Поэтому искусство мелких шагов. Это мы раньше как будто закрылись, поставили вот, да, отпугивали всех. Мы не хотели себе навредить. Мы не хотели, чтобы нам кто-то помешал. Но наступает время, когда из-за этого забора пора как будто выходить на авансцену. На кону будущее. И вы будете что-то просчитывать. Вы правда, у вас какая-то тема на будущее, на перспективу. Может быть, будет и проясняться, кстати, как какая-то возможность. У кого-то может быть предложение по работе именно от друга или от родственника какого-то, да, ну или того человека, который вхож в ваш дом. Вот я такое или был вхож, может быть, даже так, потому что шестерка кубков, да, есть какая-то взаимосвязь, да это ведь еще и карта ностальгии по прошлому. Хотя кто-то просто будет вспоминать, как молоды мы были, да, или как начиналась ваша любовь, может быть и такое. Но вы понимаете, мы уже смотрим на дела, на занятость, поэтому тут, скорее всего, вы уже в каком-то деле, теме видите для себя перспективы. Или, я такое могу допустить, вы не могли куда-то поехать, а вам это нужно было и для работы, а вот для теперь, может быть, в ближайшие дни, у вас, ну, больше каких-то конкретных событий или новостей, может быть, вы слышите, когда вы для себя уже последующую стратегию, траекторию, тактику будете конкретно просчитывать. Но это всегда прогресс. Поэтому на достижение тут какой-то пошел прогресс. Хорошо, давайте мы тогда с вами узнаем. Аккуратный прогресс, да? А что ж там по финансам, мои дорогие тельцы? Что по финансам в ближайшие дни? Что случится, произойдет? Финансовая составляющая. Праздник, тем не менее. Ну, может быть, это и у кого-то есть причина, да, для праздника на финансы. Хотя я могу сказать, что у кого-то трат будет много. И причем не на себя. Может быть, это ваши близкие, как рождение чего-то нового. Может быть, это кто-то из близких, ну, дети, внуки, да, скажут, я там замуж выхожу или женюсь. Ну, я, к примеру, да, и это как новая семья зарождается, и нужны будут деньги. Но это как вариант, давайте, но в любом случае, тут вас будет что-то радовать, это точно. Нам уже сказали на работу прогресс, а финансы это откуда к нам приходят. Деньги, правда? Если мы говорим. Давайте мы, что обозначает тройка чаш для тельцов. Ну, вы знаете, режим экономии все-таки у вас, скорее всего, будет. Игра с деньгами, буквально. Ну, не буквально игра, помню, легкие деньги опасны. И это лет на 20, никаких азартных игр. Ну, большинство из тельцов, какие азартные игры? Это не совсем про вас, хотя мы все абсолютно разные. Имеется в виду игра с деньгами, когда карта говорит, ты обойдешься двумя пентаклями. Ну, понятно, аллегорически. То есть не будет крупных трат. Или не осуществляй. Тебе придется что-то считать. Но или ты собираешься что-то купить, то тут, скорее всего, ищи подешевле или распродажи какие-то, да, или какие-то скидки.
если вот необходимо, правда, что-то приобрести. Потому что, ну, режим экономии все-таки мы включаем. И по этой карте легкость на подъем, или имеется в виду, когда мы спонтанно умеем перестраиваться. Вот я говорила об этом, вам придется что-то перестраивать. И это может быть для вас, ну, как неожиданность. Или где-то мы на настроение вообще, да, доставали, откуда ноги растут, вот такой вот восьмерки мечей, а потому что перемены происходят, а мы внутренне к этому не готовы. Ну, видимо, вот и надо, может быть, кому-то собраться, отправиться куда-то и долго не раздумывая, потому что по этой карте, опять же, есть такое значение, как и по колесу фортуны. Не откладывай на потом, иначе потом этой возможности, ситуация изменится, тоже не будет. А для кого-то из вас это вот словно этот жонглер, маг и волшебник, манипуляции какие-то, такое тоже может быть. Может быть, и осваивать будете какие-то новые системы платежные и пытаться разобраться. А мы ожидаем, что вот электронные системы взаиморасчета как раз будут меняться практически во всем мире. Будьте внимательны, мои дорогие тельцы. Праздник есть, но не потратить, может быть, больше за этот праздник, чем вы намеревались. Поэтому считать деньги рекомендует карта однозначно. Хотя есть повод для радости, а я знаю, что большинство из вас любят дарить подарки, особенно, ну, проявлять вот эту эмпатию, помощь, заботу о близких. Вы, мои дорогие тельцы, да, для вас очень важна семья, ваши близкие, ваши люди, которым вы доверяете. Вам хочется их баловать. Вот не балуйте слишком. Ну вот как-то, видимо, обстановка не та. Перемены на пороге. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку и помощь, за ваши волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.